Всем привет, это программа «Линия соприкосновения. События недели» на канале CivilNet. Программа поочередно выходит на каналах Press Club TV и CivilNet. На протяжении предстоящих 50 минут политологи из Баку и Еревана Фархад Мамедов и Арек Кочинян прокомментируют на сей раз события, слухи и заявления, произошедшие, последовавшие в основном встрече лидеров Армении и Азербайджана в Абу-Даби. Программа подготовлена при взаимодействии с ереванским и бакинским пресс-клубами. Начинаем программу. Итак, коллеги, встречу действительно многие называют исторической, потому что это, наверное, одна из таких немногих встреч, когда вот стороны в двустороннем порядке, наверное, это первая такая встреча, стороны в двустороннем порядке достигли такого соглашения и в двустороннем порядке провели эту встречу не на каких-то полях международных переговоров, конференций и так далее, когда вот в коридорчике где-нибудь сидят и обсуждают какие-то моменты двусторонних отношений, а вот именно встреча и тем более довольно объемная пятичасовая встреча с участием всех тех должностных лиц, можно сказать, которые участвуют тем или иным образом в переговорных треках, которые идут по делимитации демаркации, по разблокировке коммуникаций и по согласованию мирного договора. Какие слухи в основном, по вашему мнению, были распространены и заявления последовали этой встрече, и какие прогнозы? Фархад, давайте с вас начнем. Спасибо большое. Ну, слухов очень много. Мы давайте вот в сухом остатке после встречи. В принципе, о встрече вы уже сказали, что это так полноформатный межгосударственный диалог, где участвуют, кроме лидеров, практически все представители государственной власти, которые вовлечены в интеракцию между странами, за исключением глав специальных служб. Ну, наверняка в Армении человек значит, новый не системы, не для системы, но вот он должен еще войти в курс дела, провести как минимум встречу с азербайджанским коллегой, чтобы вот полноценно уже войти в работу. Слухов много, я думаю, что мы должны их как-то структурировать, чтобы не терять времени и говорить обо всем, и вот не углубляясь уже в какие-то детали. Я думаю, что мы должны пройтись вот по темам этих слухов. Главное, что обе стороны зафиксированы, что встреча прошла конструктивно. Обе стороны знали позицию друг друга до встречи. Это очень важный элемент, чтобы не терять время. Привлекло внимание то, что сперва была расширенная встреча с участием делегаций, а лишь потом состоялась встреча тет-а-тет. То есть обычно, ну, в подавляющем большинстве случаев, встречи сперва проходят тет-а-тет, а потом уже с делегациями. Но учитывая то, что между Арменией и Азербайджаном нет дипломатических отношений, что вот информация, которая вот нужна в личном порядке предоставить для этого каналов связи, как минимум, ну, может быть, есть, но они не такие, может быть, ну, постоянные, что ли. Пришлось лидерам определенное время остаться один на один и лишь потом продолжить с делегациями. То есть мы имеем в сухом остатке два пресс-релиза администрации, значит, Алиева и Пашиняна, где указано, что встреча прошла конструктивно, что тема границы и определение границы, она вот получили соответствующие поручения, вот, и по мерам доверия, значит, была высказана мысль. Вот все, что другое, вот этот информационный пузырь, который раздут сейчас, это уже в большинстве случаев или вброшенные тезисы для подготовки обществ к тем или иным вопросам, или же с третьих сторон сливы какие-то, или же информационно-психологические вот такие атаки, чтобы создать, может быть, завышенные ожидания от этих встреч и воспользоваться отсутствием вот, последствий этих завышенных ожиданий, отсутствием каких-то важных документов и так далее, и использовать это, соответственно, в своих целях. Я много где, честно говоря, в интернете в основном, то есть в социальных сетях, в армянском сегменте и не только читал какие-то вот анализы, которые, я не знаю, ну, они объемные, то есть
там на 2 страницы, на 3 страницы, написанные практически сразу после встречи. И это привлекает внимание в том плане, что у людей, наверное, были подготовленные тексты заранее, болванки, так скажем, как мы в журналистской среде так называем, которые можно, то есть при любом сценарии есть определенный текст, который можно выпускать. И вот был такой пресс-релиз, и выпустили соответствующий текст с некоторыми, конечно, изменениями. Арык, вам слово. Благодарю. Ну, самое первое, что бы хотелось отметить, на моей памяти не было такой встречи. Вот самое близкое, что можно охарактеризовать, это, наверное, встреча Гейдара Алиева и Роберта Кочаряна на армяно-азербайджанской границе, потому что это была, наверное, последняя встреча лидеров без третьих сторон, скажем так. Да? Ну, после, конечно, были встречи премьер-министра и президента, но они были в основном кулуарные такие встречи. А так полноценная встреча на их уровне, с их участием, это, конечно, это первый момент. И второй момент, чтобы вот еще и был вот такой полноценный формат, где все представители госструктур, которые как-то участвуют в переговорном процессе, вот такого точно не было. То есть это совершенно новый уровень разговора, это совершенно новый уровень даже под процесса армяно-азербайджанской нормализации, то, конечно, не может радовать, не может не радовать. Второй момент. Вы знаете, вот для меня, наверное, самое важное предложение, которое было в тексте пресс-релиза, оно, в общем-то, меньше всего было обсуждено. Это вот второе предложение, которое говорит о том, что стороны договорились продолжать переговоры во всех направлениях в двустороннем формате. Сейчас, почему это важно, на мой взгляд? Вы знаете, что есть 3, в общем-то, таких организованных формата, 3 трека переговорных. Это вот мирный договор, где, в общем-то, уже давно все происходит на двусторонней основе. Это делимитация, демаркация, где изначально все происходит на двусторонней основе. И есть, значит, разговор по коммуникациям, где как раз, по крайней мере, до сих пор разговор шел не на двухсторонней основе. Это был трехсторонний такой формат, где участвовала Российская Федерация. Конечно, этот формат был уже давно не активен, но чисто юридически он существует, и ничего альтернативного пока что создано не было. Сейчас мы имеем следующее, что вот на уровне лидеров было такое решение, и об этом было заявлено, что вот все переговорные треки, все переговорные, значит, позиции должны продолжаться на двусторонней основе. Косвенно, я хочу, значит, подчеркнуть, что это, в общем-то, не прямое доказательство, но косвенно это означает, что вот мы стали очевидцами решения лидеров на высшем уровне, то вот переговорный процесс, в том числе и по коммуникациям, должен становиться двусторонним. На мой взгляд, это очень важное развитие, которое было нужно очень давно. И это последний был трек, который имел какую-то, знаете, способность привести ситуацию к конфликту. То есть это последняя позиция, обладающая каким-то конфликторождающим, что ли, потенциалом. В том числе и потому, что там была третья сторона, конкретно Россия, которая, вы знаете мою позицию, никогда не заинтересована в полной нормализации между Арменией и Азербайджаном. А сейчас вот этот трек, он становится двусторонним. По всей видимости, будут какие-то развития в этом треке, и чем больше будет развития в этом треке, тем менее будет вероятность какого-либо возникновения конфликта. А еще раз хочу подчеркнуть, это, в общем-то, был последний вопрос, где хоть какой-то был потенциал, значит, развития эскалации. Итак, к слухам, основным слухам, да, парафирование, что вот, мол, в Дубае достигнуто соглашение по парафированию мирного соглашения. Это не подписание, это парафирование, это шаг вперед, то есть полшага вперед, это одно и то еще не подписание. Даже если будет подписание, и договор нужно будет еще и ратифицировать в парламентах двух стран. И по Мегринскому маршруту, что там что-то было достигнуто, об этом просто не сообщают народам
двух стран. Фархад, что в этом плане обсуждают в Азербайджане и как ты вообще думаешь, как вы думаете в этом плане, то есть парафирование вообще возможно сейчас? Стоит ли говорить об этом? Ну, что такое парафирование? Если посмотреть в интернете, это вот когда текст согласован, то люди, которые ответственны за этот текст, получают разрешение, значит, лидеров государств, это обычно бывают министры иностранных дел или специальные представители, ну, уполномоченные люди. И они на каждой странице согласованного текста на разных языках или же только на своем подписываются, и это означает, что вот в этот текст более не могут быть внесены какие-то изменения. Или же эти изменения будут в будущем согласованы до вот процесса подписания. Вы отметили вот три этапа. Это парафирование текста после того, как он согласован. Ведь текст был согласован же онлайн, то есть посредством онлайн-общения, а не, например, встречи министров иностранных дел, после которого они оба вышли бы и сказали бы, что текст согласован. Далее идет процесс, значит, подписания уже на уровне лидеров и процесс ратификации. На сегодня мы видим, что в Азербайджане не отказываются от тех условий, которые были выдвинуты и которые, в принципе, уже все знают. Это распуск Минской группы ОБСЕ, тема, значит, Конституции. Но какой-то формулы, если уже тема парафирования, она стала в какой-то форме, значит, использоваться, это означает, что формируется какая-то дорожная карта действий, которые они должны быть, эти действия должны быть обоюдными, они должны на каком-то этапе удовлетворять, значит, интересы одной, а на следующем этапе другой стороны. И вот это, в принципе, тема парафирования, она является одним из первых шагов в реализации этой дорожной карты. Сейчас эта дорожная карта будет одна для всех треков, или же по каждому треку будет своя собственная дорожная карта. Что, например, тема определения границы увязывается с темой парафирования или же там с темой там, карт минных полей и так далее и тому подобное. Или же у каждого трека будет своя дорожная карта. Я думаю, что тогда будет очень сложно. Лучше иметь одну дорожную карту по всем трекам и продолжать как бы работу вот в этом направлении. Так что парафирование – это процедура, которую мы должны пройти. Это часть наверняка дорожной карты, которая разрабатывается вот сейчас между Азербайджаном и Арменией, потому что условились продолжать деятельность на уровне, значит, экспертов и на уровне постоянного там диалога для выработки вот, или же определения дат, да, совместных действий, потому что мы вот видели, как параллельно выходили заявления в один и тот же час, в одну и ту же минуту и так далее. Я думаю, что вот мы в этом направлении и будем двигаться в будущем. То есть парафирование – это часть процесса, это возможно. Это часть процесса, да, часть процесса, да, взамен, например, чего? Например, парафирование и, к примеру, да, я сейчас точно не могу сказать, к примеру, общее заявление о распуске Минской группы. То есть общее заявление – это еще не считается, что Минская группа распущена. Это тоже процесс, там, в сентябре в ОБСЕ, потом подготовка к саммиту министров иностранных дел и так далее. Иметь парафированный текст мирного договора лучше, чем его не иметь, скажем так, и идти вперед вот в реализации, значит, шагов по достижению к подписанию мирного договора. Что касается темы коммуникации. Ну вот Арак, в принципе, сказал, это... То есть потенциал конфликтности здесь очень большой. И какой у нас был опыт? Опыт создания двусторонних комиссий для решения каких-то вопросов и обсуждения каких-то вопросов. Я думаю, что логично будет решить все вопросы по коммуникациям, а лишь потом создавать двусторонний такой официальный формат. Потому что здесь есть заинтересованные стороны, и мы уже видим эти инсинуации с российской стороны,
Сразу там Россия на уровне секретаря президента России, на уровне замминистра иностранных дел заявили, что они готовы, значит, внести свой вклад, но, понятно, этот вклад именно в теме коммуникации, потому что они там сторона. Или мы должны, значит, если процедурно брать, или мы должны оба выходить из трехсторонней межправкомиссии, тем самым, выходя из второго трехстороннего заявления от 11 января 2021 года, вот сделать это, конечно, нужно уже в интеракции с Российской Федерацией, то есть оповестить ее, что вот такой межправкомиссии больше нет. Или же ее игнорировать. Проводить, значит, обсуждение. Все равно вице-премьер, отвечающий за границу, они также отвечают и за разблокировку коммуникации. Они в теме, они участники вот этого всего процесса. То есть вся техническая сторона у них есть. Все папки, сколько это стоит, какой километраж, какие маршруты и так далее. Вот все это в папках есть. Вот. Они это все обсуждают, режимы, политические вопросы решаются, и только после этого это становится уже темой двустороннего, значит, формата. Или же мы идем вот по протоптанной дорожке, создаем, опять же, двусторонний формат, игнорируем Российскую Федерацию, притом так активно, и вот начинаем уже обсуждение в двустороннем формате. Насколько это будет продуктивно с политической точки зрения, это, конечно, сложно сказать, но мы должны отметить, что мы как-то идем именно в этом направлении, что эти обсуждения будут, но все же тема границы, она вот из-за того, что там уже выработаны все механизмы, инструменты, это, конечно, будет раньше. Вот. Все-таки по режиму деятельности еще есть вопросы, которые нужно обсуждать. Ну, по сравнению с прошлыми этапами, можно и нужно сказать, что доверие становится все больше и больше друг к другу. Понятно. Наверное, с учетом фактора России, если у России нету сейчас, в данном случае, по крайней мере, какой-то позитивной повестки в регионе или как-то позитивно может или не может повлиять на ситуацию, наверное, не стоит сделать так, чтобы она включила деструктивную повестку. Поэтому и так отношения Армении с Азербайджаном часто мы в глубокой ночи по минному полю ходим, и так немало проблем, и добавить еще другую головную боль и другую проблему, большую проблему, наверное, не стоит. Вам слово, Ары. Как вы думаете? Ну, я в первую очередь отреагирую на последние ваши слова, Аршалюсь. Я не думаю, что очередная проблема будет ждать нашей реакции, вот наших действий, чтобы быть проблемой или не быть проблемой. Это проблема, про которую вы говорите, у нее есть свои интересы, своя позиция, которая не зависит от наших действий. Если мы идем в сторону мира, это уже не в интересах Российской Федерации. То есть как-то пытаться, я не знаю, значит, умаслить или сделать экспозицию более такой нежной, ну, не получится, потому что... Я имею в виду просто в грубой форме не игнорировать их, а просто опять игнорировать и обсуждать в бесить, двустороннем конечно, порядке, тоже не нужно. но как-то... Игнорировать и бесить, конечно, тоже не надо, тем более в лишний раз. Но и я думаю, что там есть просто фундаментальные различия интересов, которые как-то преодолеть просто невозможно, потому что в интересах Армении и Азербайджана окончательное решение конфликта, а в интересах России не решение этого конфликта. И как-то это преодолеть на сей момент я не вижу возможным. Теперь насчет парафирования. Ну, по-другому это можно назвать предподписание. Я хочу, значит, напомнить, что в этом формате мы не раз обсуждали эту тему как одну из таких возможных дорожных карт преодоления вот того застоя, который мы наблюдали. И теперь должен согласиться с коллегой, эту тему мы тоже не раз обсуждали, что вот парафирование должно идти параллельно с чем-то другим. И вот первый вариант или первый тезис, который будет, на мой взгляд, интересен обеим сторонам, это вот парафирование наряду с началом процесса распуска Минской группы ОБСЕ. Кстати, здесь хочу отметить, что парафирование также может означать публикацию текста мирного договора. Вы знаете, что сейчас это, в общем-то, не публичный документ, но вот после парафирования этот текст может быть опубликован, что очень сильно, значит, затруднит действия всяких, значит, таких говорящих голов, которые всячески пытаются какую-то, знаете,
такие облака создать вокруг этого договора. Ажиотаж. Ажиотаж и приписывают к нему всякое. Второй момент, я думаю, который тоже будет интересен, если вот работать над ним параллельно с парафированием документа, это некоторые механизмы контроля и расследования, значит, стычек и инцидентов нарушения прекращения огня на границе. То есть параллельно с этим попытаться сделать границу еще более безопасной, еще до делимитации и демаркации. Какими могут быть эти механизмы контроля? Ну, например, это вот такая идея есть. Поставить вот камеры вдоль армяно-азербайджанской границы. Вы знаете, это достаточно длинная граница, там примерно 1014 километров, если я не ошибаюсь. Но вот по всей длине границы поставить камеры с обоюдным доступом, то есть у обеих сторон будет доступ на этот видеоматериал, которые будут там работать 24/7 и фиксировать все, что происходит на границе. А если еще и договориться о последующем общем расследовании вот всяческих инцидентов, я думаю, это очень сильно, значит, поможет. Вот это как раз будет той мерой укрепления доверия, которая вот сторонам нужна. Значит, все это должно идти рука об руку с процессом делимитации, демаркации. Здесь тоже без вопросов. И очень важно, что вот на уровне лидеров была дана такая задача продолжить этот процесс. А процесс, в общем-то, с юридической точки зрения готов. Значит, вся документация, все готово. Нужно просто уже работать на земле, нужно показывать результат. И это тоже очень важно. Здесь, кстати, у меня есть идея. Так как практически вся граница, она заминирована, как с армянской, так и с азербайджанской стороны. Может, было бы такая, знаете, интересный формат, если заниматься разминированием совместно. То есть вот мы договоримся насчет участка, и вот с обеих сторон в одни и те же даты стороны начинают разминировать этот участок. Это тоже будет, на мой взгляд, таким шагом в сторону укрепления доверия. И еще раз хочу подчеркнуть, что считаю очень-очень важным, чтобы вот делимитация, демаркация продолжалась на земле, чтобы вот мы видели результат. Теперь по коммуникациям еще пару слов. Идея о том, чтобы вот обе стороны вышли из вот этого тройственного формата одновременно, я думаю, это достаточно рабочая идея. Но я также думаю, что до того, как делать это, вот вторая идея, которую озвучил коллега, которую озвучил Фархад, как бы сначала игнорировать этот формат, то есть начинать разрабатывать двусторонний формат и начинать что-то совместно делать. А потом уже официально объявить о том, что так сказать. С готовой повесткой выйти, а потом. Да, с готовой повесткой, вот так, как у нас уже получается. Вот спасибо большое. Мы очень ценим ваш вклад, дорогая третья сторона. Но так как у нас у самих уже, в общем-то, все получается, мы вас благодарим. Будем продолжать работать над двусторонней повесткой. И последний технический момент. Так как этот вопрос мы тоже достаточно часто обсуждали, Фархад, по-моему, вы это не раз говорили, что вот чтобы строить железную дорогу, нужна железная дорога. И вот сейчас, наверное, уже пора начинать этот разговор. Вы знаете, что участок в Мехри с обеих сторон, и со стороны восточного, там он граничит с Азербайджаном, со стороны западной он граничит с анклавом Азербайджана Нахичеваном. То есть так или иначе мы должны будем строить там железную дорогу вместе с Азербайджаном. Насколько я понимаю, объявления, по крайней мере, такие, что к концу этого года Азербайджан достроит свою железную дорогу до границы с Арменией, и там уже возникнет вопрос, как мы будем это все делать уже вместе. Например, первый вариант, Армения просто купит вот эти технологии и через Азербайджан вот доведет до своей границы. Второй, мы арендуем эти технологии прямо у Азербайджана и будем строить на своей территории. Но это тоже достаточно такой важный факт, что строить железную дорогу в Мехри, по всей видимости, по всей вероятности, мы будем строить ее совместно с Азербайджаном. Противоположность, в противном случае это ужасно дорого. То есть строить железную дорогу с нуля, скажем так, прямо в поле, это неоправданно дорого, тем более, если там разговор про 40 километров, а не про 1000 километров, чтобы вот создавать всю эту инфраструктуру с нуля. Хорошо, спасибо.
перспектива декабря, так скажем. То есть сейчас, опять-таки, в сети обсуждается момент, что вот в декабре что-то должно произойти. Вообще, в целом, история армяно-азербайджанского переговорного процесса по Нагорно-Карабахскому конфликту, по армяно-азербайджанским трекам и так далее, она переполнена вот этими какими-то судьбоносными датами. Вот в декабре, в марте, я не знаю, летом, осенью или весной что-то обязательно случится. Почему именно декабрь упоминается? Связано ли это с тем, что это просто конец года? Или вот что-то конкретно вы ожидаете, что вот это ключевой момент, какая-то ключевая веха в армяно-азербайджанском процессе? Фархад, вам слово. Ну, первый раз я прочитал об этом на российских ресурсах, о том, что вот ставится там мирный договор даже, он будет подписан к концу года. Опять же, по мне, это формирование, значит, завышенных ожиданий, которые, ну, сами авторы этих текстов знают, что это не случится, к примеру, эти завышенные ожидания, чтобы потом было бы больше разочаровать. Вот. Или же протестный электорат, который вот выступает против этого всего, их консолидировать к этому времени, что вот решаются те вопросы, которые вас волнуют, поэтому вы должны быть более активными именно сейчас. Это тоже мы должны иметь в виду. Но зачем декабрь? Ну, как минимум до декабря точно случится саммит министра иностранных дел ОБСЕ, где, возможно, будет поставлена тема, значит, распуска Минской группы. Если успеют, если согласуют, если все страны поддержат. Вот все, вот от Канады до центральноазиатских государств, они вот должны будут принять это решение. Второй элемент декабря – это, значит, ноябрьское трехстороннее заявление, часть пунктов из которых она имела пятилетний срок. То есть есть пункты, которые не обозначены, не ограничены как-то по срокам, а есть пункты, которые все-таки имеют какой-то, значит, период. Да? Вот, к примеру, присутствие РМК на территории Азербайджана. Это был пятилетний срок, если одна из сторон там не обращается и так далее. Но РМК вышла раньше. Я не знаю, может быть, азербайджанская сторона в мае еще раз, чтобы там, что все это было бы честь по чести, как говорят, вот, обратилась дежурно к российской стороне, что вот мы не хотим видеть и в будущем РМК на своей территории, чтобы потом уже это как-то по-другому не интерпретировалось. Вот, как это, ну, процедурно должно проходить. Ну, дальше еще, что еще может быть? Вроде бы мы никогда не увязывали процесс урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией с какими-то войнами, хоть в той же самой там, Украине или же там с Ираном и так далее. Это невозможно предсказать. Весной была очень большая вероятность того, что Трампу удастся в какой-то форме заморозить конфликт, но этого не удалось. И не факт, что это удастся к концу года. Вот по той инерции, да, которую сейчас переживает российско-украинский конфликт. Поэтому вот увязывать что-то с концом года, это, конечно, всегда очень красиво, какие-то дедлайны выводить. Но до конца года можно сделать очень много чего. То есть между Азербайджаном и Арменией можно сделать действительно очень много чего в условиях де-факто мира, усилить эти условия, этот режим как бы де-факто мира между странами, больше как бы быть поплотнее друг к другу, какие-то совместные действия произвести. Вот, до конца года можно это сделать. И перенести, конечно, вот всю эту инерцию уже на следующий год. То есть в конце года жизнь не прекращается, она только, все-таки, я думаю, только начинается. Понятно. После декабря, конечно, есть жизнь. Всегда наступает январь. Январь, да, следующего года. Арык, вам слово. Полностью согласен с коллегой. Вот всякие такие даты, которые публикуются такими, знаете, разными аналитическими центрами или медиаструктурами, они за последние несколько лет ни разу ни одна из таких опубликованных дат не сыграла. Вот я хочу напомнить, что несколько раз говорилось про это, то же самое говорилось про 2023 год, что вот к концу года будет что-то. То же самое говорилось про 2024 год, что вот к концу года уже будет договор, все дела и так. То есть каждый раз публикуются вот такие даты, такие дедлайны,
И каждый раз доказывать, что это, в общем-то, неправда. Потом очень много говорили про Бакинский форум, говорили про другие мероприятия, что вот к этому мероприятию уже все будет готово, и опять-таки доказалось, что вот это не так. То есть, по крайней мере, на сей момент армяно-азербайджанский процесс, он не терпит дат, он не терпит дедлайнов. Он идет своим чередом, он идет своим процессом. Этот процесс иногда, у него темп достаточно высокий, за несколько дней, недель происходит больше, чем за весь год, а иногда и наоборот. Это достаточно органический процесс, который также очень тесно связан с геополитическими развитиями. То есть я лично думаю, что вот очень, что так бывает достаточно часто, что лидеры решают, какой будет темп прогресса в армяно-азербайджанских отношениях, учитывая вот все те геополитические реалии, которые окружают наш регион и которые происходят глобально, не только окружающий наш регион, скажем так, процессы. То есть этот процесс как-то, знаете, делать какую-то ставку на какую-то дату, я не удивлюсь, если вот даже лидеры стран для себя еще не решили, будет это декабрь, январь, март и так далее, и так далее. А вот какие-то медиаструктуры такие даты для себя уже решили и опубликовали. Это, конечно, первый момент. Второй момент. Всякий раз, когда говорят про прорыв, про, знаете, какую-то судьбоносную встречу и так далее, на мой взгляд, встреча в Абу-Даби, она и была прорывом. Просто люди хотят видеть прорыв окончательный такой, знаете, финальный, что вот подпись, печать, и все, расходимся по домам, все решено. Но так не бывает. Слишком уж проблемы большие, слишком уж они многосторонние, слишком уж о многом нужно договариваться, соглашаться и разрабатывать, и нужен процесс. Процесс сам по себе, вот тот, который мы видели в Абу-Даби, он уже и есть прорыв. То есть вот то качество вот этого разговора, то количество этого разговора, вот все это и есть прорыв. В будущем этот прорыв, на мой взгляд, и приведет к подписанию вот того договора, о котором мы часто с вами разговариваем. Точнее, договоров, не договоров. Про меры доверия. В заявлении, итоговом заявлении после встречи, по итогам встречи в Абу-Даби говорится о мерах доверия. Не раз Армения и Азербайджан говорят об этом после встреч лидеров. И каких-то судьбоносных вещей не происходит. Конечно, какие-то моменты идут, и по пленным были определенные подвижки в свое время в прошлом. И после этого что-то было. Но, опять-таки, ссылаясь, вот, исходя из слова Рега, люди хотят видеть более предметные, более конкретные вещи, что часто вот, по времени, когда все это растягается, часто размазывается, и люди этого не видят. Нужно по пунктикам все это излагать. Что конкретно подразумевается, по вашему мнению, сейчас под укреплением мер доверия? И есть ли конкретные, или будут ли конкретные действия, или это только риторика пока? Вам слово, Фархат. Ну, чтобы коротко ответить, а не занимать много времени, меры доверия – это в основном бывает двух типов. С участием государств, то есть это то, что вот говорил Орег, это горячая линия связи между командирами войск, которые стоят на границе. Это то, что обсуждалось в Грузии, значит, тема экологии, стихийных бедствий, координация действий в этом отношении. Кстати, в этом плане Европейский Союз готов поддержать, значит, опытом и технически, если об этом договорятся в региональном формате. То есть все с участием государств. Создание каких-то комиссий двусторонних. Это уже по теме там, гуманитарного сотрудничества, там, связи и так далее. И меры доверия, когда государство не то чтобы разрешает, а не выходит против вот, общественного диалога на различных уровнях. Это и гражданские активисты, это и миротворцы, это и эксперты, там, ну, наша страна говорится, интеллигенция. И журналисты. Журналисты, да, в том числе, точно. Вот. Вот в этом отношении.
Это уже отдельный трек, когда государство начинает прислушиваться, и это становится частью, да, межгосударственного вот этого диалога и так далее. Так что есть мера доверия на государственном уровне и есть мера доверия на общественном. И если обе стороны об этом говорят, ну, будем ждать и будем наблюдать, как они это сами видят. То есть в чем расшифровка? Это больше государственные активности или же общественные? Хорошо. Арек, вам слово. Мерам доверия, ну, нужно отметить, что за последние несколько лет, в общем-то, были, значит, такие попытки, была работа по созданию мер доверия, как на государственном уровне, так и на общественном уровне. На государственном уровне это, конечно же, ну вот, например, когда стороны не препятствуют активности друг друга в международных платформах, или когда они не препятствуют проведению конференций друг у друга, вот тот же самый, значит, европейский политический диалог, если я не ошибаюсь, так называется этот формат, он будет сначала в Армении, потом он будет в Форум, если я Азербайджане. не ошибаюсь. Форум, да, да, он будет и в Армении, и в Азербайджане, то есть это означает, что стороны никак не были против вот, проведения таких форумов друг у друга. То же самое насчет конференции по биоразнообразию в Армении. Если изначально Армения была не против проведения конференции в Баку, то потом Баку был не против проведения такой же, ну, не такой же, но вот по формату той же конференции, значит, и в Ереване. То есть это такая, знаете, уже, в общем-то, разработанная тематика, где стороны уже научились не препятствовать друг другу, не ставить друг другу палки в колеса, и, в общем-то, уже не работают в том ключе, что все, что плохо для Азербайджана, хорошо для Армении, все, что хорошо для Армении, плохо для Азербайджана. Вот это, в общем-то, именно в этом треке стороны преодолели. Это первый момент. Второй момент по созданию мер доверия в общественной среде. Вот то, товарищи, чем мы с вами сейчас здесь занимаемся, это вот как раз, на мой взгляд, и есть такой очень рабочий механизм создания мер доверия, и это тоже нужно продолжать. Я вот, например, думаю, что уже пора и и ездить друг к другу. Я думаю, что армянские эксперты должны ехать в Баку, азербайджанские эксперты должны приезжать в Ереван. Мы достаточно часто работаем, встречаемся в третьих странах. Разные организации организуют такие международные мероприятия, где участвуют и эксперты с Армении, и с Азербайджана, но вот уже нужно, я думаю, начать думать над темой взаимных уже таких визитов, как я сказал, армянских экспертов, журналистов, интеллигенции в Азербайджан и, наоборот, азербайджанских, значит, представителей и в Армению. Вот, наверное, вот столько про мир. Хорошо. Понятно. Еще два вопроса, по которым мы пройдемся с вами и завершим нашу передачу. Это динамика отношений Армении и Азербайджана с Россией, которая в последнее время, можно сказать, с разной скоростью, но терпит определенный спад, определенный упадок. И со стороны России, в том числе в сторону Армении в данном случае, мы слышим определенные заявления по поводу возможных санкционных мер, несмотря на то, что Армения находится в Евразийском экономическом союзе. Но все-таки эти отношения стали более жесткими, можно сказать, и в каком-то плане и соответствует тому геополитическому тону и тональности, в которой пребывает сейчас Россия и ее отношения с внешним миром. Скажите, пожалуйста, на какой стадии мы сейчас находимся в плане этих отношений с Россией и ухудшение отношений с Россией или дистанцирование Армении и Азербайджана от России в каком-то плане, может ли это стать дополнительным стимулом, подталкивающим Азербайджан и Армению друг к другу, учитывая то, что, как говорит Арек, наличие конфликта играет на руку тому, чтобы у России укрепились позиции в Армении, в Азербайджане или в регионе в целом. Фархад, вам слово. Ну, в азербайджанском российском треке, так скажем, да, в нашем кейсе, у нас можно определить это как, что там установилась антиазербайджанская значит, деятельность в России, вот, и антироссийские действия, да, вот, по лимитированию, значит, инфраструктуры Российской Федерации в Азербайджане. В принципе, шаги уже предприняты ответного характера. Ну, повестка остается. Обе стороны, что Баку, что Москва, не знают ожидания друг друга.
у России более такая сдержанная позиция, в том смысле, что нужно локализовать то, что имеем сейчас. У Азербайджана все это связывается, значит, с темой крушения самолета. Не будем повторяться в этом отношении. Ну, пока что все сдержанно. В какой-то форме принимают экономические меры, но они пока еще не носят системного характера. Да, это все-таки единичные такие акты устрашения. Ну, как говорил наш общий знакомый Кирилл Кривошеев, что когда находят инфекции, да, в каких-то продуктах сельского хозяйства, а не может быть того, что вот эта инфекция действительно там есть. Вот. Но почему-то ее находят именно тогда, или же мы узнаем об этой новости. Может быть, есть когда отношения очень хорошие, и вот нашли инфекцию в каком-то продукте. Ну, это же может быть. Да, это не вызывает какой-то переполох, а вот И когда это находят... решается в рабочем формате. Да, а когда эту инфекцию находят или же придумывают, вот в периоды обострения это всегда вызывает какой-то элемент раздражения. Что касается экономических санкций, скажу так. Экономика после ухода российских миротворцев из Карабаха и вообще с территории Азербайджанской республики. В Армении начало процесса от ограничения присутствия российских пограничников на армяно-турецкой и армяно-иранской границе, в аэропорту и так далее. Экономика, Азербайджаном, на границе с да, Азербайджаном. на границе с Азербайджаном. Экономика и политический диалог являются главными ресурсами Российской Федерации в нашем регионе. Если российская сторона, она уже ставит или же пойдет по пути экономических санкций, ограничений и так далее, в отношении стран региона, и Азербайджана в частности, ну, это, значит, они будут бить по оставшимся столпам, да, своего присутствия в регионе. Опять же, Россию никто отменять в нашем регионе не будет. Но, например, урегулирование вопросов между Азербайджаном и Арменией приводит к трансформации участия Российской Федерации в нашем регионе из вот какого-то военной составляющей в больше экономическую и в политическую составляющую. Ни одна из стран региона, особенно вот в периметре глобального противостояния, у всех стран региона действует инстинкт самосохранения. В какой-то форме мы избегаем того, чтобы быть пространством конфликтов и противостояний. И это у Азербайджана, например, это получается в какой-то форме, хотя есть и периоды турбулентности, очень сильной турбулентности, но которую мы проходим, потому что после каждой турбулентности идет какая-то стабильность. Да? И мы это собираемся, значит, транслировать и на региональный периметр. И в этом отношении у Армении тоже такая же позиция. Потому что быть во фронтире, да, военно-политических блоков, противостояний, зон конфликтов и так далее, приводит в первую очередь к проблемам тех стран и регионов, которые находятся на фронтире. Вот это важно как бы осмыслить и создавать рамки своей внешнеполитической деятельности, вот учитывая это. Мы без этого всегда будем как бы обречены быть тогда пространством конфликта, войн, борьбы и так далее, потому что мы на стыке. Да? Вот этот элемент очень важен. И что касается Российской Федерации, да, происходит трансформация роли и участия России, значит, в нашем регионе. Она проходит не безболезненно, потому что у них свои взгляды относительно региона и своего участия в нем, но есть объективная реальность. С одной стороны, мы переживаем вот такой период, с другой стороны, например, обе страны хотят быть членами Шанхайской организации сотрудничества, где Россия играет одну из важных ролей, и для России это тоже элемент предсказуемости стран в отношении себя. Да, участие в ШОС. Это азиатский То есть не компонент. все так в региональной политике Да, линейно происходит. говорить о том, что мы как-то отворачиваемся и так далее, происходит трансформация. Там, где мы считаем нужным, что двусторонний формат или региональный формат, он удовлетворяет наши интересы без участия Российской Федерации. Значит, Россия где-то будет в другой части выступать или же удовлетворять свои интересы уже другими механизмами. Механизмами политического диалога и экономического взаимодействия. А если они хотят ограничить эти механизмы, ну, тогда уже это выбор за ними. Хорошо. Арек, вам слово. В общем, согласен с коллегой во многом. Если очень просто ответить на ваш вопрос, с одной стороны, ничто не сближает так, как общий противник. И, в общем-то, некоторый прогресс в армяно-азербайджанской повестке может быть связан с
с фактом, что Россия умудрилась одновременно обострить свои отношения и с Арменией, и с Азербайджаном. Это с одной стороны. И с другой стороны, конечно же, как-то целенаправленно идти в сторону обострения позиции с Россией ни Армении, ни Азербайджану это, в общем-то, не выгодно, не интересно, да и не нужно. И вот мы тоже это достаточно часто обсуждаем, что сейчас Армения и Азербайджан, в общем-то, своей внешней политики, ну, более-менее плюс-минус стремятся к одному и тому же. Вот я говорю о том, о чем говорил коллега, про сбалансированную внешнюю политику, про попытку не быть вот на этом стыке, значит, конфликта геополитических центров, как-то работать со всеми центрами, как-то пытаться сбалансировать вот все эти позиции. И именно поэтому, на мой взгляд, есть определенная конфликтность между Арменией и Россией, и Азербайджаном и Россией. Потому что в России наш регион не видят в этом ключе. Они не видят этот регион как регион, который может пытаться там сбалансировать, быть нейтральной, быть внеблочной и так далее, а ее видят немножко в другом ключе. Может быть, чуть меньше одну страну, чуть больше другую, но более-менее ее видят в постколониальной повестке. Понимаете? Вот, на мой взгляд, именно поэтому мы видим те проблемы, которые мы видим между нашими странами и Россией. Такой стратегической целью стран региона, на мой взгляд, должна быть цель или вот попытка переформатирования своих отношений с Россией. Я совершенно согласен, что отменить Россию в нашем регионе невозможно. Россия была, есть и будет в нашем регионе. Нашей целью должна быть переформатирование отношений наших стран с Россией из постколониального дискурса. Дискурс, если это возможно, сотрудничество, если нет соперничества в каких-то вопросах и так далее, и так далее. Но вот что-то наподобие того, что произошло в Восточной Европе, что произошло в странах Балтики, что попыталась сделать Украина, но у нее это не получилось, потому что там ставки очень сильно выросли, и все это перелилось в абсолютную тотальную войну, тотальный конфликт. Но вот политика сбалансированности, на мой взгляд, как раз и должна быть тем отличающим фактором наш регион от Украины, по крайней мере, сейчас и в среднесрочной перспективе. И последний вопрос про третью страну в нашем регионе, Грузию, у которой отношения Грузии с Европейским Союзом терпят вот те болезненные трансформации, болезненные перемены, которые терпят наши отношения Азербайджана и Армении с Россией. И вообще происходят процессы в этом плане, которые прогнозировать, я не знаю, 5 лет назад, 7 лет назад вообще было невозможно и было бы из области фантастики. Давление Европейского Союза на Грузию или там обостренные отношения Грузии с Брюсселем. Как это может повлиять на южно-кавказскую консолидацию? На каком уровне мы сейчас находимся в отношениях с ЕС? И вообще, реально ли идея в этом плане какого-то южно-кавказского единства в каких-то вопросах? Архат, вам слово. Это неизбежно. Это неизбежно, потому что без Грузии решать какие-то вопросы в региональном формате. И при том, с той ролью Грузии, которую Грузия играет для Азербайджана и Армении, это просто невозможно. То есть если бы Грузия была бы где-то в стороне, и ее роль в коммуникациях была бы символичной, можно было как-то говорить еще о чем-то. Но сегодня, даже если завтра мы, скажем так, договоримся о разблокировке, это займет определенное время для выстраивания инфраструктуры. А дальше мы еще должны будем перетянуть бизнес к этому всему делу. А у бизнеса уже наработаны десятилетиями каналы деятельности через территорию Грузии. Поэтому если кто-то за рубежом хочет игнорировать Грузию, это их политика, это их видение. Но мы в регионе не можем ее игнорировать. Это во-первых. Во-вторых, в двустороннем формате какой-то элемент, механизм и инструменты мы можем, значит, реализовывать посредством регионального формата. Это касается и мер доверия, и
тема определения границ начинается со стыка Азербайджана, Грузии и Армении. Вот. И нужно договариваться. То есть если какая-то страна региона испытывает проблемы с соседом региона, с каким-то геополитическим центром силы и так далее, если есть возможность, то я думаю, что и Азербайджан, и Армения должны доносить, к примеру, до Брюсселя. Да, у вас есть политические разногласия с Грузией, это ваши двусторонний формат взаимодействия, экономика и так далее, разочарования есть и так далее, но физически игнорировать Грузию невозможно. Поэтому нужно взаимодействовать, нужно, кто бы там ни был бы у власти, вот, нужно реализовывать вот эти проекты, которые намечаются реализовывать. Вот. Я думаю, что, в принципе, позиция Азербайджана состоит в том, что мы поддерживаем региональный формат, мы даже в какой-то форме инициировали его, плюс основные принципы взаимодействия в региональном формате. Это территориальная целостность, это решение всех вопросов там, мирным путем. Вот, например, этот элемент, то, о чем писал Олег в своем тексте у себя на телеграм-канале, возможно реализовать через региональный формат. Не какой-то документ специальный между Азербайджаном и Арменией, а в региональном формате. Основные принципы взаимодействия в регионе Южного Кавказа, к примеру, какой-то общий документ, где основные постулаты, которые для всего мира, они обычные, да? За все хорошее против всего плохого. Но так как этого у нас нету сейчас, это уже будет каким-то достижением и в двустороннем, и в региональном формате. Так что Грузию игнорировать не получится. Хорошо. Арай, вам слово. Грузию игнорировать не только не получится, в общем-то, да и не нужно. Знаете, я вспомнил известный анекдот, когда говорят, вот в Советском Союзе была такая поговорка, что страной могут управлять и кухарки, да? Ну, то там возникал просто вопрос, а зачем это нужно? Зачем кухаркам управлять страной? Даже если теоретически они это и могут делать, но зачем это делать? Вот тот же вопрос возникает здесь, зачем игнорировать Грузию? Конечно, есть несогласие, есть недопонимание между Европейским Союзом и Грузией. На мой взгляд, это несогласие, недопонимание, оно в обозримом будущем будет только расти, потому что я не вижу даже какую-то попытку вот найти компромисс, будь то в Тбилиси, кстати, или в Брюсселе, и там, в общем-то, сейчас не раздумывают над компромиссом, там просто ужесточают просто свою позицию, что, в общем-то, не исходит, скажем, прямо из интересов, я думаю, ни Армении, ни Азербайджана, ни региона в целом. Это, конечно, их отношения, но это нужно констатировать, что это не исходит из интересов данного региона. И если уж эта политика будет продолжаться, то я думаю, и Армении, и Азербайджану нужно, никак не игнорируя роль Грузии, никак не пытаясь как-то ее уменьшать, но нужно думать теоретически про какие-то альтернативы, теоретически про свою резистентность вот, в случае самых негативных развитий, в случае самых негативных, значит, скажем так, последствий. Это такой плохой сценарий. Да? А хороший сценарий, он заключается в том, мы тоже, в общем-то, об этом не раз говорили, вот как я у себя писал и говорил Фархад, о региональном формате. Если в хорошем сценарии, скажем так, все три страны Южного Кавказа хотят вот более-менее ту же внешнюю политику, то есть политику сбалансирования, политику нормализации и так далее, то это все можно институционализировать, над этим можно и нужно работать. И это интересно как в парадигме Восток-Запад, так и в парадигме Север-Юг. В общем-то, в этом вопросе у Южного Кавказа достаточно интересная география в нынешние времена получается. Южно-кавказские страны возвращаются в регион, так скажем. Да, можно и так сказать. Хорошо, коллеги, спасибо вам большое за участие в программе. Это была программа «Линия соприкосновения. События недели» с участием Фархада Мамедова и Арега Кучиняна. Программа подготовлена при взаимодействии с Ереванским и Бакинским пресс-клубами. Спасибо большое. До новых встреч. Оставайтесь с нами.